Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала, с вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня будет такой выпуск, знаете, назовем его калейдоскоп, из маленьких кусочков событий, ну, наверное, примерно за неделю, которые происходили в моей жизни. Мы с вами заглянем и в гости к моей маме, к которой я ездила, когда ездила на выставку садоводство на ВВЦ, выпуск про это был, вот ссылочка на него, кто не видел. Вот заглянем в гости к моей маме, посмотрим, что она выращивает на балконе, какая у нее рассада. Мама поделится с нами секретами, как обустроить маленькую прихожую. И кроме этого, вместе не знаю, как посадим, положим, пробуждаться георгины, подстрижем лук, ну и в общем сделаем какие-то еще дела, и конечно будет и сату, и компотик, и какие-то всякие мелочи. И такой выпуск сложился благодаря тому, что я сейчас достаточно активно общаюсь с теми зрителями, которые присоединились на мой телеграм-канал, и на моем телеграм-канале я периодически вот такие небольшие сюжеты выкладываю, и вот из этих сюжетов собрался целый выпуск для вас. Кто еще не присоединился к телеграм-каналу. Ссылка на мой телеграм-канал будет тоже в описании к этому видео, как и прочая полезная информация из этого выпуска. Ну что, вот такой калейдоскоп выпуск. Давайте, вперед! Ну, а начать я хочу с благой вести. Сегодня 7 апреля, Благовещение, когда я снимаю этот выпуск, да, заставку к этому выпуску. И вот у меня с утра вот такая благая весть. Расцвела моя гордыня. Ну, я думаю, что многие из вас помнят, как я ее покупала примерно год назад. За это время она у меня прилично разрослась. И это, по сути, в общем-то, первое цветение, которое вот уже непосредственно у меня получилось. И я могу сказать, что этот цветок намного крупнее, чем были цветы, когда я ее покупала. А аромат невероятный на весь дом, даже от одного цветка. Она, знаете, такой тонкий аромат жасмина. Вот, потрясающе. Выглядит она как фарфоровая, ну как будто вот прям лепестки у нее из тонкого нежного фарфора. Будет еще несколько цветочков, ну и то, что это распустилось именно сегодня, в Благовещение, это, ну, очень приятно и даже как-то волшебно. Я хочу вас от всей души поздравить с этим праздником, вас, ваших близких, родных, дорогих, любимых. Пусть в вашем доме будут всегда только благие вести, пусть у всех будет мир, покой, радость, счастье, как можно больше солнца. И пусть наши мысли и помыслы будут только добрыми. Да, кстати, пока я говорю, у меня за спиной стоят стулья, видите, на столе. Сейчас я обратила внимание в камеру. Сейчас объясню, почему так происходит. Вот так выглядит сейчас наша кухня. Тут все прибрано. Это я приготовила лук, обрезать сейчас с вами будем. Вот, а с этой стороны у нас вот такая вот история. Это все потому, что мы начали красить спальню. Я тоже снимаю об этом выпуск. Красим мы ее уже несколько дней. Вот, ну, нам очень нравится, какой получается результат. Хотя было там кое-что неожиданное, как обычно, с цветами. И в связи с этим мы сейчас едим вот тут, спим наверху. Ну и вот это матрасы, которые были, раскладушку мы разобрали, да, в общем, соответственно, там все повыносили, что-то наверх, что-то сюда, поэтому сейчас так выглядит кухня. Ну, по ходу, раз уж тут попался он в кадр, хочу сказать, что фикус у меня почуял весну. Посмотрите, вот это свежий лист у него уже распустился, еще один готовится. Вот здесь у него тоже этот лист буквально на днях, еще один собирается, и даже на третьей ветке тоже листики. Вот, так что все, кто считали, что то, что я его маслом обрабатываю, убьет фикус, вы не правы. Он себя шикарно чувствует, растет, развивается, при этом у него блестящие листья. Надо, кстати, пора его уже опять обрабатывать. Я здесь провожу эксперимент, бужу вот эти почки. Тоже снимаю этот процесс, как получается. Ну, в общем, если что-нибудь получится, то потом расскажу. Вот видите, здесь почки. Хочу, чтобы ветка еще одна выросла. Меня
научили определенным образом, с ними нужно поступать, чтобы они проснулись. В общем, пытаюсь их разбудить. Нахожусь вся в процессе садоводческих экспериментов, о чем и рассказываю вам, в общем, в сегодняшнем выпуске. Там много всего будет такого интересного. Ну, а сейчас хочу вместе с вами подстричь лук. У меня тут лук. Вот в этом контейнере это лук Exhibition. Сейчас, кстати, посчитала, около 20 у меня тут растений, по-моему. Вот, посажен он у меня 15 марта. Ну, практически чуть меньше месяца, да, прошло. 3 недели. С момента посева 3 недели. Значит, с момента всходов примерно 2 недели. Растет он в глубоком контейнере, вот, то есть под соли, кстати, вот, для посудомоечных машин. Ну и он уже начал, вот видите, паникать. Я хочу его сейчас подстричь. Ну, сейчас все блогеры стригут лук. Ну, я имею в виду не только блогеры, конечно, но и те люди, которые сажают. Это мой первый эксперимент. Я еще ни разу не выращивала такой лук. И, собственно, раньше о нем даже и не знала, о его существовании. Насколько я понимаю, насколько я видела, как это делают другие, стригут его вот на одну треть. Нужно вот так обстричь. Вот сейчас с этим мы и займемся. Вот, и после этого, после того, как я его обстригу, я его выставлю на терраску, чтобы он там в прохладе, говорят, должен он расти. То есть дневная температура ему нужна где-то градусов, я так понимаю, 15, ночная может быть даже 8. Ну, примерно так у нас сейчас, наверное, на терраске и есть. Вот. Ну, вообще, в принципе, я могу сказать, что он хорошо такой крепенький растет. Вот уже из каждого по 2 перышка. Ну, Exhibition я подстригла. Вот такой вот, смотрите, он стал аккуратненький. А то был какой-то лохматый, неприбранный. А теперь культурный вид приобрел. И теперь подстрижем точно так же. Это у меня лук-порей. Лук-порей у меня тут называется болгарский великан. Тоже, на мой взгляд, прям отлично он себя чувствует, хорошо так разрастается. И вот уже у него тоже стали падать перышки. Так что мы его точно таким же образом причесываем. Сделаем ему прическу, стрижку. Я еще посадила лук-батун, подснежник называется. Он у меня вот только взошел, потому что первый опыт был неудачный. Первый раз он у меня не взошел. Пришлось купить другие семена. Вот так. Ну все, и теперь относим его на терраску. Вот сюда. Вот здесь как раз плюсовая температура. Но когда солнце утром светит, так тут вообще тепло. Вот я думаю, что ему тут будет отлично. Здесь же у меня еще стоят морозники, о них расскажу вам сегодня чуть-чуть позже. У нас идет дождь, сейчас +3. Смотрела по предсказаниям, да, по приметам народным, наверное, так правильно сказать. Если на Благовещение идет дождь, значит лето будет теплым, жарким. Вот, посмотрим, как сработает народная примета, потому что что-то устали, конечно, мы от холода, это вообще какой-то атас просто. Хотя, знаете, мне сегодня сказали, что 20 апреля у нас обещают +20. Ой, это вообще, даже не могу, я не могу в это поверить просто, потому что, ну, уже 7 апреля, и у нас сегодня ночью было -6, и сейчас у нас +3. Вот такая погода. Ну, Сату, как обычно, на посту, ждет, когда хозяин с работы приедет. А я хочу вам еще вот что показать. У меня тут черенок винограда. Недавно шла там у нас во дворе и увидела, что у кишмиша сломилась веточка. Кишмиш я сажала год назад, он еще у меня молодой куст, да, ему вот
будет его 3-е лето. И отломилась веточка, очень жалко. Я тут подглядела на одном видео тоже. В общем, этот черенок, с ним я поступила следующим образом. Я воском ему запечатала вот эту верхушечку горячим воском. Здесь внизу расщепила. Сейчас у меня что-то фокус никак не ловится. Вот, сделала расщеп вот тут внизу. Ну, примерно на сантиметр. Вот так вот. И именно отсюда и должны пойти корешочки. И вот он у меня стоит в воде. Воды должно быть примерно 3 сантиметра. Нужно следить и добавлять ее. Вот будем наблюдать, через какое время появятся и появятся ли у нас корешочки. Сегодня приехала в гости к маме и хочу показать вам решение шкафа в прихожей. Может быть, кому-нибудь пригодится. Прихожая небольшого размера. Она же является продолжением кухни. Вот здесь не ставили дверь при ремонте. Здесь, кстати, есть небольшая гардеробная рядом. И вот это вот стоит холодильник. Вот он так убран, видите? А это спит собачка. Вот. И изначально в прихожей стоял вот такой под обувь шкафчик. Сделала мама вот так вот, чтобы хранить тут все, видите, так аккуратненько. Много цветочков. Это дверь в санузел. Входная дверь, все такое, видите, белое, бежевое. А одежда висела вот на такой металлической вешалке. Поскольку шкаф сюда не вставал, так как вот это расстояние всего 45 сантиметров, никакой шкаф сюда не вставал. Ну, согласитесь, так не очень опрятный вид, ну, потому что как бы в комнате вот так висит одежда. У меня, кстати, так висит пока. Мы тоже пока не нашли еще это решение, но будем делать. И в результате мама заказала сюда шкаф этой же серии мебели, что у нее тут стоит комод. Здесь вот такой же стоит, видите, комодик. Зеркало висит. Это Севастопольская мебельная фабрика. Компас 2С на конце. Серия мебели называется Монблан. Но изначально вот этот шкаф имел глубину 55 сантиметров. То есть вот здесь было 55 сантиметров. Мама отвезла, здесь у них рядом строительный рынок, они там пилят. И, в общем, ей этот шкаф глубину обпилили. И еще, кстати, она попросила, видите, сделала вот такой выпил. Здесь выключатель был под, ну, для санузла, который тоже рядом находится. Это второй санузел, он находится вот тут. Шкаф уменьшили до 45 сантиметров. Внутри шкафа осталась эта вешалка, но снаружи выглядит совсем по-другому. Почему оставили внутри эту вешалку? Потому что при 45 сантиметрах плечики вот так вот, они не помещаются. Вот, поэтому, так как пришлось бы вешать одежду, ну, плоско, да, вот так, то решили оставить эту вешалку и оставили. Тут она появилась полочка для обуви, которой до этого не было. Тут стоит у нее такой ящичек для шапок. Ну и в результате, да, еще вот здесь был электрощиток, и под электрощиток тоже сделали выпил. Ну, короче, в результате все поместилось, выглядит аккуратно, обошлось недорого. Ну и шкаф может быть, конечно, разных мебельных фабрик. Там я уверена, что, может, у вас в городе тоже какие-то есть. Но вот такое решение, что уменьшить глубину шкафа и за счет этого сделать таким аккуратным, приличным и стильным вид небольшой прихожей. Надеюсь, кому-нибудь пригодится идея моей мамы. А моя мама инженер. Вот поэтому у нее такие интересные самостоятельные решения. Сегодня также еще занимаюсь георгинами. Вот из питомника «Долина растений». Ссылочку вам дам в описании к видео. Очень хороший питомник. Мне прям понравился. Я из него морозники получила, лилии. И жду еще одну большую посылку с луками. Все пришло вот в таких пакетах георгины. В принципе, замечательного качества. Но, во всяком случае, я вот уже парочку открыла. И тут решила вам снять, показать. Они были упакованы в коробку транспортировочную.
Лежат они уже у меня, наверное, 2 недели на мансардном этаже, там прохладно, в неотапливаемой комнате. И вот сейчас я посмотрела, увидела, что у них начали росточки появляться. Вот почки начали у них оживать. Поэтому я решила их, посмотреть. Посмотрите, клубни какие, в каком хорошем виде. То есть все целое, большой такой конкретный клубень. С хорошим вот здесь вот центром, да, где почки растут, вот отсюда. Я еще начинающая, не точно не могу сказать, как это правильно называется. Вот стали белые корешочки даже появляться. Поэтому я сейчас их прям кладу вот в этот же пакет. В этот пакет досыпаю землю и вот так вот ставлю в кашпо. Ну вот в кашпо у меня 5 этих георгин. Я думаю, что по 2 у меня в кашпо поместится. И потом эти кашпо поставлю на окно. Полью немножко и поставлю на окно на мансардном этаже, где прохладно, чтобы у него начали просыпаться почки. Вот здесь тоже прям видно. Вот видите, почечка проснулась. Ну и потом, когда уже станет теплее, я выставлю их в теплицу. Я купила георгины. Вот, кстати, это моя накладная, по которой мне пришло. Вот видите, у меня здесь георгины Визард, Тартан, Парк Принцесс, потом бегонии. Сейчас покажу вам, я уже их выгоняю. У меня уже там почки появились. Лилия. Лилия, кстати, бедняжка, вот она была в горшочке. И тоже сейчас я посмотрела, все это стояло, как я сказала, в ящике, в темноте. И вот эта несчастная лилия уже начала тут прорастать, так что тоже выставляю ее на свет, оставлю пока в этом транспортировочном горшочке. И потом в этом же питомнике я купила 3 морозника. Да, морозники вообще красоты невероятные. Вот я вам показываю сорта Нигер, Дабл Ред и Дабл Пинк. Они... Дабл пинк, понятно, розовый, махровый, дабл ред красный, а нигер красивый морозник, невероятный. Сейчас вам покажу, как тоже они себя чувствуют. Вот морозники у меня стоят на окне, вот здесь вот, потому что здесь плюсовая температура и в то же время достаточно, холодно для них, как нужно. Сейчас буквально, вот уже видите, проталины у меня появились. В ближайшие дни плюсовая температура. Морозники у меня вот там около септика, вот где елка лежит, лапник. Вот там вот у меня морозники уже сидят мои. Они у меня такие бело-зеленые. Вот, а это будут розовые, бордовые цветы. В общем, тоже в очень хорошем состоянии. Все в таких горшочках пришло. Это они у меня уже вылезли. То есть пришли они в спящем состоянии. В общем, все, что я получила из этого питомника, нашла я его случайно. Мне просто Яндекс в рекомендации рекламы дал этот питомник. В общем, все замечательно. Так что вот это корневище я вот прям ставлю в пакет. И сейчас буду вот вокруг него досыпать вот так землю. В этих транспортировочных пакетах уже есть отверстия. Вот они, видите. Поэтому я дополнительные отверстия никакие делать не буду. Если вы будете по такому же принципу действовать, то нужно обязательно сделать в пакете отверстия. Чем еще хорош пакет? Тем, что когда у меня все это будет в кашпо, да, во-первых, потом будет удобно их разделить клубень от клубня, а во-вторых, так они тут вдвоем запросто поместятся. Мне кажется, что так удобнее. Это я сейчас подглядела тоже, изучала, как надо с георгинами. Я первый раз клубнями георгины делаю, поэтому, посмотрим, что из этого получится. Но это должны быть, вот видите, по остатку ствола прошлого года видно, какое здоровое это было растение. Вот, знаете, мой палец и вот эта штука. Вот. По-моему, это называется какое-то почковое кольцо, что ли. Вот здесь вот. Если делить, я читала, если делить, то вот так можно делить, чтобы вот здесь осталось это почковое кольцо и вот здесь. Если я правильно произношу. Если нет, вы меня поправите. Но смысл в том, что ни одного отвалившегося корня в этом пакете нет. То есть очень качественный материал пришел. И если по деньгам смотреть, вот показываю, сколько стоили
георгины. Вот, например, Визард стоил 485 рублей клубень. Тартан, это у меня 2 клубня, то есть они по 170 где-то рублей. Нет, это за один цена. 317, 294. Бегонии по 199 рублей. Да, бегонии вам еще не показал. Сейчас еще бегонии покажу. Бегонии у меня, вот они у меня просыпаются. На перлиты я их переложила. Сначала я их положила на влажную тряпочку. Увидела этот способ на канале Супер отпуск на даче. Ну, потом я подумала, что на перлите будет лучше, потому что тряпочка сама по себе закисает. Вот. Появился росток. Вот здесь тоже появились почки. Это они у меня почти 2 недели лежат. Вот эти пока еще спят. В общем, вот такие бегонии. Это один сорт. Это бегония Pink Balcony. Ампельная, розового цвета с махровыми цветами. Тоже будем с нетерпением ждать ее просыпания. Лилию вот вытащила из горшка. Ну, я бы сказала, что она там в темноте и в холоде, но проснулась конкретно, конечно. Вот. Пересажу ее вот в этот больший объем, бедняжку. Ну, и буду тоже держать наверху. Потом отнесу, не знаю, может быть, в теплицу или на террасу поставлю. Не знаю даже, как с ней быть. Вот, может быть, вы мне что-нибудь посоветуете с этой лилией. Ну, надеюсь, что все с ней будет нормально тоже. Результат моих пересадок. Вот. Получилось 3 кашпо у меня с георгинами. Сейчас отнесу наверх, и пусть они там стоят. Полью их немножечко, так, чтобы увлажнился грунт. И важно, чтобы были дырочки. Ну, это опять же я посмотрела у Натальи Петренко ролик про георгины. Вот, если в пакетах, то важно, чтобы были дырочки, потому что нам кажется, что здесь сверху сухо, а вода там скапливается, а георгинам очень важно не загнить. Вот, эти, кстати, кашпо, видите, они с подвесами, я специально их не открепляю, чтобы они не потерялись. Я купила для бегоний, которые я вам сейчас показывала, они же у меня ампельные. Вот, и чтобы их потом повесить, вот я под каждую бегонию купила такой горшочек. Он не очень глубокий, при этом у него большой диаметр вот тут. И стоили они у нас, кстати, в магазине всего-навсего по 189 рублей. Вот я купила зеленые и серые. Потом повешу их на перголы в саду. Вот у них сейчас есть такой здесь поддончик, вот. И с него будет стекать вода. Если на улице, она лишняя будет так выливаться. Ну, а сейчас, я думаю, тоже. Одну я поставила вот сюда. Все эти георгины высокие, крупноцветковые, игольчатые. Везде, видите, я таблички с названиями поставила вот так. И лилию тоже пересадила. Называется Куритиба. Ну, посмотрим, что из этого всего вырастет. Такие у меня тут растения. Ну и сегодня с утра у себя в Телеграм я выложила видео, показала растишки у мамы на балконе. И вот там многие попросили поподробнее рассказать про балкон моей мамы, что я сейчас вам и делаю. Итак, вот такая, можно сказать, практически оранжерея у меня у мамы сейчас на балконе. У нее есть композиции, которые, естественно, круглогодичные. Вот суккуленты она очень любит, делает их, видите, вот в корзинке. Разного они там размера, разные виды собранные, вот в таких красивых плошечках с камнями. Смотрите, алоэ разных видов тут, видите, сидят. Она их подбирает в магазинах, потом пересаживает, размножает, вот эти детки отсаживает и, в общем, создает такие композиции. Также вот эти цветы, это домашние цветы, да, которые тоже, ну, естественно, круглый год, и живут они на этом балконе. Балкон, в принципе, тоже небольшого размера, выглядит он вот так. И самое основное, что он как круглогодичный такой зимний сад, как оранжерея. То есть вид из комнаты вот такой. На балкон стоит дверь стеклопакет, ну, как сейчас, наверное, практически у всех, да. И когда делали ремонт в квартире, этот дом новый,
На полу положили керамогранит, плитку, никак его дополнительно не утепляли пол, но вот здесь вот внизу вот эту стенку ее утеплили. Здесь лежат фундаментные блоки, то есть вот если мы посмотрим, вот видите, толщина такая приличная. И здесь без утеплителя, но лежат фундаментные блоки. И также поменяли сразу стеклопакеты, вот полностью вот это все стоят стеклопакеты. То есть здесь были стандартные, когда дом строили, их заменили на хорошие стеклопакеты трехкамерные. И вот они тоже, конечно, очень сохраняют температуру, держат тепло. И постоянно открыта дверь в комнату. И за счет этого здесь прохладнее, чем в комнате. Но даже в морозы здесь температура достаточная для растений. То есть в морозы здесь градусов 18 точно есть. И в связи с этим вот мама использует балкон для выращивания домашних цветов и рассады. Вот такие вот у нее уже томаты. Сегодня у нас 2 апреля. Вот. Без ламп у нее даже все стоит, видите? Вот мы с мамой делимся активно разными находками и новинками. Что-то я у нее перенимаю, что-то даже иногда уже она у меня перенимает, как у начинающего садовода, но изучающего большее количество информации. Вот тут вот бархатцы растут, она очень их любит. Вот вы знаете, что я не люблю бархатцы, а мама вот моя очень их любит. Вот различные цветы. Вот видите, прям вот, например, здесь львиный зев у нее. Вот уже вот такие всходы. Потом она все это выращивает у себя на даче, рассаживает, тоже все опрыскивает. Вот уже пасынки с помидор, корни у нее, видите, тоже дают. В общем, она тоже любит эксперименты, так же, как и я. Это я ей привезла свои колиусы тоже. Вот мы здесь выращиваем портулаки. Тоже зашли. Ну, в общем, вот таким образом организовано. Здесь у нее стоит морозильная камера, которой у меня, кстати, так и нету. И тут хранятся запасы с огорода. И также на балконе, несмотря на то, что он, в принципе, небольшой, вот видите, есть такой столик, где можно почитать, выпить чашечку чая, наблюдая за своими растениями. Здесь она, ну, знаете, мы садоводы все такие, нарастила себе, видите, полочку сделала, чтобы увеличить подоконник, чтобы побольше рассады вместилось. Сейчас у нас с вами, да, каждый сантиметр на учете. Ну и вот здесь вот такой шкаф, это здесь запасы стоят всякие и консервы, которые еще с прошлого года не доели. Надеюсь, что была интересная организация пространства и на балконе тоже. Ну, тоже ждем ваше мнение, может быть, какие-нибудь советы, может быть, что-то вы такое увидели и захотите еще подсказать, что мы с мамой можем тоже использовать. Ну, и я надеюсь, что кому-то из вас пригодятся идеи моей мамы. Вот. Сейчас гуляли с Сахарком, проходим тут по одной улице, а я в прошлом году тут снимала подснежники. Кто это помнит, напишите в комментариях. И представляете, иду и Валерий говорю, вот тут в прошлом году были подснежники, а вот они и вылезли. Потрясающе, сегодня ночью было -9. В общем, с весной нас, дорогие мои. Весна пришла. На этом я хочу с вами сегодня попрощаться. Большое спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, что было что-то ценное, полезное. Ну или во всяком случае я зарядила вас позитивом и хорошим настроением. Еще раз поздравляю с праздником, с Благовещением. Ждем Пасху, будем печь куличи, будем радоваться. И присоединяйтесь ко мне в телеграм-канал, там очень много постных рецептов. Ну и мы с вами общаемся более, так скажем, тесно, можно задавать друг другу вопросы, я отвечаю вам голосовыми сообщениями, вы можете мне посылать свои какие-то маленькие видео, фотографии, да, я спрашиваю у вас что-то по садоводству, вы у меня что-то там, вот сейчас мы обсуждали там тему про электричество на участке, тоже активно в чате.
платье. Ну, в общем, там, знаете, какой-то другой вид активности в Телеграме. Вот, поэтому YouTube ютубом, а Телеграм телеграммом. Буду рада вас видеть. С вами была Таша Муляр. До встречи в новых выпусках. А в новых выпусках нас ждет стеллаж для рассады своими руками, который мы уже сделали. Он уже стоит наверху, хотел сказать, практически сделали. Мы уже сделали. Вот, и я уже закончила, буду монтировать выпуск прямо вот буквально завтра. И окраска спальни, обновление спальни, которую мы тоже уже вот-вот прям заканчиваем. И буквально на днях к нам привезут мебель, а еще я с дизайнером-декоратором Оксаной, который нам красит, кровать патинирует, практически договорилась, что она нам будет красить изразцы в спальне. Тоже эту идею одновременно мне подал и муж, и кто-то в комментариях. Вот, и я переговорила с Оксаной, и она согласилась попробовать, так что она должна на днях приехать, взять у нас одна плиточка осталась, попробовать, вот, и тоже мне кажется, что это будет такой очень интересный опыт. И забегая вперед, хочу сказать, что плитка на печке покрасилась потрясающе, очень красиво получилось. Вот, хотя, как я уже сказала в начале, сначала была такая неожиданность с этим цветом, я была немножко в шоке, когда открыла банку с краской, но об этом в следующей серии. Пока-пока, ваш Таша Муляр, до новых встреч на канале. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you ask of me. Soon